В эпоху, когда все вокруг считают, что счастливыми вас могут сделать только деньги, дорогие покупки, я могу смело заявить, что была счастлива абсолютно всегда. И с деньгами, и без, и когда жила в общежитии, и когда уже жила в квартире, и сейчас, когда живу в Шотландии, в съемном доме. Мое счастье не зависело никогда в жизни от денег, но я не буду их обесценивать и считаю, что деньги – это отличный инструмент, который также помогает нам быть счастливыми. Но это не единственный инструмент. И сегодня я хочу показать, как быть счастливыми бесплатно. Я покажу лишь те вещи, которые делают меня счастливой и за которые я не плачу ни копейки. Но чтобы их рассмотреть, нужно уметь их видеть. Давайте попробуем вместе. Возможно, вы себя считаете очень несчастным человеком, потому что ваше счастье, возможно, зависит только от количества ваших денег. Возможно, вы что-то не можете себе позволить, что очень сильно долго хотите. Возможно, вы очень желаете путешествовать, и у вас нет возможности, и вы откладываете свое счастье на потом, думая примерно так. Вот когда я заработаю, тогда я буду счастливым. Вот когда я куплю себе ту самую долгожданную, у меня что под рукой, палетку от Dior, тогда я буду счастливым. Вот когда у меня появится последний iPhone, тогда я буду счастливым. Вот когда у меня появится свой собственный дом, тогда я буду счастливым. Нет, счастливым нужно быть здесь, сейчас и сегодня. Ваше счастье, повторюсь, не должно зависеть ни от каких, тем более уж материальных состояний. Итак, давайте приступим. Сейчас я буду показывать именно бесплатные вещи, которые делают меня счастливой. Но также выйдет здесь видео о том, как меня радуют деньги. И все остальное будет уже за деньги. И даже если я буду радоваться чашке чая, то это будет тоже относиться к материальным ценностям, потому что и чашку, и чай нужно купить. А сейчас в видео я буду показывать то, что абсолютно бесплатно и абсолютно доступно всем, не в зависимости от материального статуса. Где бы я ни жила, квартира, общежитие, неважно, первым делом с утра я делала вот так. Сейчас это дверь, а раньше это были окна. Окна были в каждом моем жилище. Что вы видите? Да, кто-то скажет, вот здание похоже на тюрьму, вот забор непонятный, вот плитка от плесени позеленела. Я с вами согласна. Только первое, что вижу я, это ясное голубое небо. Что это? Кажется, это поют птицы. Ой, а там какой-то шум. Это громко смеются дети у соседей. А вот там часто сидят голуби. И я долго в них всматриваюсь. Правильно, первым делом я смотрю. Открываю окна, открываю двери и смотрю, что меня окружает. Я смотрю туда, что мне доступно, и что бы это ни было. Конечно, давайте не будем подшучивать насчет тюремных видов, я этот вопрос опущу. Это видео, скорее всего, подойдет людям, которые все же на свободе. У меня сейчас такой вид, и, возможно, он не самый лучший. Он не на море, не на пляж, не на красивую природу, но в нем тоже есть красивое, потому что я выработала в себе привычку это видеть. Пойдемте дальше. Ой, как красиво полетела птица, и вообще какая птица красивая. Следующее, что меня радует, это мечтать. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы летать постоянно в облаках. С самого своего детства я именно это и делала. Я мечтала абсолютно всегда. Мечтать реально не вредно. Вредно не мечтать. Поэтому я считаю, что меня радуют мои мечты. И вы знаете, я искренне считаю то, что мы можем притягивать события своими мыслями. Например, анализируя свое прошлое, я понимаю, что то, о чем я очень часто и очень, так скажем, сильно думала, хотела, мечтала, оно сбывается постепенно уже сейчас, в моем будущем, скажем так. Я говорю сейчас про прошлое. Или в моем настоящем, будет правильнее сказать. И мечты — это то, что доступно абсолютно всем. Но почему-то люди боятся мечтать, боятся показаться, наверное, глупыми даже для самих себя. И очень-очень зря. Каждый день перед сном, перед тем, как лечь спать, я просто мечтаю обо всем, о чем хочу. Мои мечты просто безграничные. Нет ни начала, ни края, ни конца. Мечтайте. Это реально очень сильно воодушевляет.
И помните, что ваши мечты могут стать вашей реальностью, потому что события мы в жизнь притягиваем. Я понимаю, что сейчас немножко я затрону материальную ценность, например, то, что вас окружает в доме. Я безумно обожаю рассматривать все вещи, которые меня окружают. Да, они куплены за деньги, но смотреть на них бесплатно. Поэтому я решила этот момент все-таки отнести к бесплатным удовольствиям жизни. Это рассматривать различные вещички. Я думаю, дома у всех есть какие-то вещи, которые приятны глазу. Фотоальбомы, сувениры, красивая посуда, белье постельное. Это может быть что угодно. Всматривайтесь в вещи, которые вас окружают. И окружайте себя вещами, на которые приятно смотреть. И когда вы на них смотрите, важно, чтобы вещи, конечно, вызывали очень приятные и теплые воспоминания, либо ассоциации. И, конечно же, прогулки. Я живу на окраине города. Сами видите, что, возможно, он далеко не самый симпатичный. Но скажу заезженной фразой: красота в глазах смотрящего. И я постоянно всматриваюсь в эту местность, где я живу, в эту окраину города, которая не такая красивая, конечно же, как центр города или как города покрупнее, потому что в город, в котором я живу, небольшой на самом деле. И я именно всматриваюсь и нахожу красивое, прекрасное здесь, везде, что меня окружает. Причем гулять мне комфортно всегда, как одной, так и со своей семьей. И так мне очень нравится. Казалось бы, не очень симпатичный райончик. Вот стройка какая-то, вот какие-то склады. Но я вижу вот то красивое, величественное здание. Либо, например, рисунок на стене, который хорошо мне знаком, и сейчас я вам его покажу. Очень он мне поднимает настроение. До центра города, чтобы доехать, конечно, нужны деньги на транспорт. Но можно прогуляться и пешком. От меня это час ходьбы. А также можно сесть на попутку. Раньше я пользовалась этой опцией, не знаю, насколько это сейчас безопасно. Но раньше я жила в 15 километрах от места, где училась. И очень даже неплохо было ездить на попутках. А вот тот самый рисунок, который меня улыбает. Яркий, красивый. Посмотрите, какая красота. Вот мы пришли в польский магазин. Здесь, конечно, мы будем тратить деньги, но сразу поднялось настроение. Посмотрите, все сияет, светится. Чувство настоящего праздника. Сейчас у нас время перед Рождеством. Я всегда замечаю маленькие детальки. Например, какой-то симпатичный декор. Здесь у нас стройка долго шла, что-то облагораживали. И вот я уже увидела елочку. Очень красиво. Конечно же, бесплатно можно наблюдать вот такие прекрасные закаты. А если еще присмотреться, то дальше красивый вид на природу, на холмы. Луна! Тебе нравится она? Какая красивая луна! А еще, когда я гуляю, мне очень нравится заглядывать в окошки людей. Но не спешите меня критиковать, я делаю это только там, где это дозволено. Конечно, в закрытые окна я не заглядываю, но ведь окошки всегда доступны для глаза. И через них можно много чего увидеть. Например, как люди всей семьей смотрят телевизор, либо как женщина готовит еду для себя, либо для себя и своей семьи. И эти моменты меня делают счастливой, несмотря на то, что это совершенно чужая жизнь. Когда я гуляю, я никогда не сижу в телефоне. Я очень редко слушаю музыку в наушниках. Я всегда слушаю дорогу, например, как ездят машины, пение птиц, если птицы поют. И, конечно же, заглядываю в окошки. А еще рассматриваю все вокруг, все, что вижу. И даже если вот такой вот вид у меня, когда кажется, ну что здесь смотреть? Но всегда есть на что смотреть. Впереди снова потрясающий закат, который я недавно уже проходила. Машины, которых тоже можно рассматривать. Конечно же, окошки. Вот, например, у кого-то красиво украшено уже к рождественским праздникам. Да и, в принципе, я люблю рассматривать различные здания и дома. Людей, которые куда-то постоянно спешат. Либо, наоборот, не спешат и идут очень расслабленно.
Все это делает меня счастливой. Просто постарайтесь, если вы до сих пор на это не обращали внимания, обратить на это внимание. Красивые платья, витрины магазинов. А вот смотрите, впереди какое украшение нашего города и Британии в целом. Красный почтовый ящик. Они такие милые, я их обожаю. Иногда на них еще бабули вяжут такие шапочки сверху. Тоже смотрится чудесно. Но такой ящик далековато. Он около места, куда мы дочку в садик отвозим. И опять чудесные окошки, в которые, смотрите, несложно заглянуть, потому что все видно. И если постоять пару минут и понаблюдать, то обязательно в них произойдет что-то. Появится какой-то человек, раз там горит свет. Вот сейчас мы как раз понаблюдаем. Вот как раз женщина. Наверное, увидела, что я смотрю в окно, и его закрыла. Зато это меня улыбнуло. А вот прекрасный дворик. Очень красивый. Тоже можно что-нибудь порассматривать. Смотри, Алис, какой интересный. Видите, там щелкунчик или кто это? А вот, например, я приехала в туманный центр города. Да, платно меня подвез муж. Но, в принципе, как я и говорила до, можно это делать с помощью какой-то попутки. Или, в принципе, дойти пешком, если уж совсем нет денег, и бесплатно. Погулять по центру, потому что любой центр города, он, как по мне, красивый. Ну, если вы где-то в деревне, тогда можно попробовать до ближайшего города добраться. Вот такая красота, на которую я бесплатно смотрю и получаю удовольствие. Где-то музыка играет, где-то город уже украшен праздником, где-то витрины магазинов красивые, а где-то красивые люди. И все это меня радует. Конечно же, если бы это видео было про деньги, я бы зашла в такую прекрасную, не знаю, кафешка, наверное, уличная, и купила себе горячий шоколад. Но так как сегодня я не трачу деньги, я получаю удовольствие бесплатно от жизни, я просто гуляю. Смотрите, как птицы красиво поют. Посмотрите, какой красивый магазин, красиво украшен. И там в шляпах люди торгуют, батчеры, мясники. Такие милые кофейни у нас в городе. Очень мне нравится на них смотреть. И не только смотреть, но и платно там что-то заказывать. Но, в принципе, визуально, бесплатно они очень красиво выглядят. Всегда радуют глаз. Бесплатное счастье — это, конечно же, книги, которые абсолютно бесплатно можно взять в библиотеке. Как только приехали, мы сразу там зарегистрировались. Также есть в Шотландии, допустим, бесплатные музеи, и я думаю, что они есть не только в Шотландии. И, конечно же, меня радуют явления природы, такие как радуга. Я всматриваюсь в облака, в красивое небо, которое рисует разными красками нам картины, звезды. А также люблю природу, просто на нее смотреть. Например, на воду. Или вот снимок из Минска, а вот уже из моей деревни шикарный прекрасный вид на природу. Это Беларусь. А вот уже зима. Ну разве не красиво? Потрясающе. А вот бесплатно мы ездили купаться на речку. Какой-то интересный цветок я нашла и долго его рассматривала. А вот еще один. Конечно, поход в лес. Я обожала раньше собирать грибы и ягоды. А это первый раз в Минске. Какая красота! Будьте счастливы, мои любимые зрители. Вывод, который я сделала для себя в жизни, что наше счастье, наше богатство — это наша природа. Всматривайтесь в нее чаще и дольше, и вы увидите, насколько потрясающий наш мир. А также не забывайте про такие чудеса, как солнце, закат, звезды, луна, северное сияние, воздух, вода, огонь. Давайте будем вместе влюблены в эту жизнь, и платно, и бесплатно.